И всем привет, друзья, с вами снова Макс, и вы попали на очередной ролик по игре Brawl Stars. Друзья, в сегодняшнем видео я вам покажу и расскажу, какие баги у нас происходили и были доступны в Brawl Stars в период с 2017 года по наше время. И плюсом ко всему, в конце ролика мы с вами обсудим топ-5 самых жестких багов, которые происходили когда-либо в игре. Друзья, ролик будет очень интересным и познавательным, поэтому подготовьте вкусняшку и обязательно досматривайте его до самого конца. Ну и прежде всего предлагаю вам поучаствовать в небольшом интерактиве. Ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, и первая цифра вашего лайка покажет того персонажа, который вам выпадет уже через 2 дня после просмотра сегодняшнего видео. Ребят, под предыдущим роликом мои подписчики уже выполнили все эти действия, и им уже начали выпадать те бравлеры, которых не хватало на своих аккаунтах. Поэтому прямо сейчас лайк, подписка, колокольчик, а также не забывайте писать в комментариях, какого именно бравлера вы хотите получить на ваш аккаунт, и через 2 дня он вам реально выпадет. Ну и погнали смотреть видос. И по традиции изначально хотел бы подвести итоги моего розыгрыша на 80 гемов. Прямо сейчас на ваших экранах комментарии те, кто победил, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я выдал вам приз. Ну а для остальных зрителей у меня все так же есть хорошие новости. Я и дальше продолжаю разыгрывать 80 гемов. Чтобы участвовать в моем розыгрыше, нужно всего лишь быть подписанным на мой канал с колокольчиком, также поставить лайк под этот видос и написать в комментариях 3 тайм-кодика с 3 вот такими вот скрытыми картинками. Обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы найти каждую из этих картинок, поскольку они спрятаны в различных местах видео. Ну и не забывайте писать тайм-кодики в комментариях, когда вы эти картинки увидели. Всем желаю удачи, итоги подведем уже в следующем ролике. И первый баг, который я хотел бы вам сегодня показать, находится, ребят, в меню выбора бойцов. Он был доступен в начале 2017 года, еще при первом релизе Brawl Stars. При нажатии на любой другой скин персонажа, а потом при быстром проклацывании на обычного бойца, можно было увидеть анимацию покупки дефолтного скина, то есть того скина, который находится на самом персонаже. После того, как мы нажимали на данную бесплатную акцию, которая стоила 0 гемов, игра выбивалась и появлялось сообщение об ошибке. Кстати, интересный факт, некоторые игроки отключали интернет и нажимали на эту кнопку, и после этого у них появлялся на аккаунте новый скин. Ну а следующий баг произошел у одного западного английского ютубера Лекса, когда он еще только начинал снимать Brawl Stars. К слову, Brawl Stars тогда находился еще в разработке, и он был в портретном режиме, то есть мы держали наш телефон вертикально. Сам баг заключался в том, что при нажатии на ульту Шелли тогда была очень сильным персонажем, и она могла отбросить абсолютно любого бравлера в другую часть карты. Посмотрите просто, что она сделала с Дэрилом. Он попросту начал летать по карте. Следующий баг у нас, ребят, касается более новой версии Brawl Stars, а именно конца 2017 года. Тогда на некоторых картах Brawl Ball были озера, и в них можно было забросить мяч, чтобы он там остался до конца всего боя. Как вы видите, прямо сейчас Мортис пытается его взять, но у него ничего не получается и не получится, поскольку это был такой баг текстур, который разработчики пофиксили спустя 1,5 месяца. Следующим, как по мне, очень интересным багом является баг в режиме ограбления, который был доступен с 14 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года. Суть бага заключается в том, что даже если вы брали, например, Шелли в ограбление, вам все равно давала Барлея и Динамайка как противников. То есть, по идее, на этой карте можно было играть только на метателях. Разработчики признали, что это был сбой в их системе, и совсем скоро все это дело пофиксили. Ну а в следующий баг вы, скорее всего, не поверите, но такое реально было. Дело в том, что в дружеской игре можно было раньше убивать своих же тиммейтов. Вам не послышалось, я прямо сейчас не оговорился, можно было реально наносить урон своим, в общем-то, тиммейтам, а также набивать на них ульту. Это все дело продлилось недолго, к сожалению, разработчики быстро просекли такую фишку, что некоторые игроки специально руинили битвы другим, поскольку попросту стреляли и убивали своих же тиммейтов. Но, как по мне, это достаточно весело, поскольку такой баг, в общем-то, был не у всех, и не каждый мог наносить урон своим союзникам. Также в начале 2018 года был такой замечен баг в парном столкновении, когда у вас в команде было 3 человека. Прямо сейчас на ваших экранах, в общем-то, тому подтверждение видосик, где в команде находится 3 Шелли. И в целом, ребят, мне кажется, что это уже, наверное, что перебор. Я думаю, что бежать будет абсолютно некуда. К тому же еще один интересный факт, данный баг был не только замечен в 2018 году, но и в середине 2019 года. Некоторым игрокам в парном столкновении все так же попадались 3 человека. Следующий баг по списку у нас находится все так же из старого Brawl Stars. Дело в том, что когда у нас, в общем-то, появлялось достаточно большое количество гемов на самой шахте, то, ребят, появлялся обратный отсчет, и у всех было по 0 гемов. Для того, чтобы выиграть, нужно было взять всего лишь 1 кристалл, и после этого игра заканчивалась. Многие знают, но все же я не мог не упомянуть об этом баге. Раньше можно было взять мяч в руки, в общем-то, Эль Примо, а также Ворону, и прыгнуть с ним и залететь, в общем-то, в ворота. Ребят, такой баг случался, и в целом это был легальный способ забивать голы очень быстро и также очень быстро апать свои трофеи. Вы просто посмотрите, как здесь летит Ворон с этим мячом. Ну а также еще одним багом с полетом является вот такой вот баг с Пайпер, когда она, стреляя в стенку, попадала ультой по мячу, а также сразу же быстренько нажимала ее снова, чтобы подпрыгнуть. По идее, получалось так, что Пайпер тратила в целом 2 ульты, но нажимала только на одну. И многие
все так же пользовались данным багом, как с Вороном и Эль Примо, чтобы быстренько залететь в ворота и забить гол. Следующий не менее прикольный баг из этого же самого старого Бравл Старса, еще вертикального, заключается в том, что во время того, как забивали гол, все противники, а также тиммейты ваши оставались на тех же самых местах. То есть, если, например, вы забили гол возле ворот противника, вы все так же оставались бы после респавна возле ворот противника и могли сразу же бежать за мячом, чтобы забить еще один гол. Этот баг был доступен в середине 2017 года, и связан он был с выходом нового персонажа на то время, Мортисом. Кстати, кто не знает, Мортис раньше был сначала эпическим бравлером, но уже потом ему дали мифическую редкость. Еще один баг из времен 2018 года заключался в том, что раньше, ребят, в роборубке, играя на Мортисе, можно было пособирать всех ботов, которые спавнились на вот такой вот замечательной карте из неразрушаемых блоков. И в целом, ребят, прямо сейчас на ваших экранах, в общем-то, визуализация того, что нужно было делать именно на Мортисе и как нужно было играть, чтобы за вами ходили очень много ботов. Вы просто их собираете и после того ждете 13 минут, и игра заканчивается, и вы получаете очень много билетов. На крайний случай, если же все-таки вас боты каким-то образом достанут и убьют, то ваши тиммейты в виде Шелли и Фрэнка помогут вам, и в целом вы все так же получите достаточно большое количество билетов. Этот баг продержался недолго, разработчики его сразу же пофиксили, поскольку им было невыгодно выдавать очень много билетиков игрокам, которые пользовались данным багом. Переходим к более новому Бравл Старсу. Раньше, ребят, в начале 2018 года можно было попросту притянуть джином Эль Примо и заставить его остаться в текстурах. То есть, ребят, он находился просто-напросто здесь вот в боксах и стоял там до самого конца, в общем-то, битвы. С одной стороны, это смешно, поскольку вы попросту можете его не трогать, и он будет просто там стоять до самого конца и даже не мешать. Но в конце концов, все-таки Рико подошел к данному Эль Примо, он набил ульту и после этого забил гол. Продолжая тему багов с персонажем, в общем-то, джином, хотел бы прямо сейчас вам показать, что будет, если один игрок на джине притянет другого игрока на джине. Произойдет вот такой вот визуальный баг двух рук джинов, то есть красная рука это, в общем-то, команда противника, и синяя рука это наша команда. И, в принципе, джины притянутся в одну точку, и после этого эти руки пропадут. Также у некоторых игроков после притягивания вылетала игра и начислялись по плюс 8 трофеев абсолютно каждому игроку. Теперь переходим уже к более поздним багам, и первый у нас в списке это вот такие вот, ребят, летающие, в общем-то, Фрэнки. Друзья, для того, чтобы повторить данный баг, нужно было всего лишь поставить мины Бо, и после этого их активировать гаджетом. И все, Фрэнк или же любой другой персонаж начинает попросту парить в воздухе. Следующий максимально похожий баг теперь заключается с Шелли. В то время как Динамайк бросает ульту, Фрэнк должен замахнуться и в целом попасть по Шелли. После этого она начинает летать по всей карте, и даже вы только что видели, что она попала на трамплин, но все-таки она на нем не прыгнула. Еще один баг теперь с Фрэнком и ультой Тары заключается в том, что Тара использует свою ульту, и после этого Фрэнка ведет в обратную сторону по всей карте. Это выглядит достаточно смешно и реально легко было повторить. Следующий баг, который произошел, ребят, у нас в середине лета 2019 года, заключается в том, что один игрок прислал лично Фрэнку в Твиттере вот такой вот скриншотик, ребят, о том, что здесь что-то реально неладное, поскольку что это за персонаж был добавлен в игру, которого после этого удалили, но почему-то, ребят, вот такой вот бравлер был доступен в Бравл Боле. Пока что Фрэнк до сих пор не ответил на данный твит, скорее всего, он уже даже и не ответит, но в целом, ребят, здесь этот персонаж какой-то реально непонятный, и я даже не знаю, что бы это могло быть. Если у вас есть какие-то догадки, пишите прямо сейчас об этом в комментариях. Следующая часть багов заключается в том, что раньше и прямо сейчас тоже, в принципе, ребят, есть такие же баги, они все-таки остались. Можно было проходить сквозь стены, а также пробивать, ребят, боксы, либо же другие какие-то вещи сквозь стены. То есть вы попросту стреляете, ребят, в стену, а эта стена пропускает весь ваш урон, как будто реально здесь не было просто стены. К сожалению, как я уже говорил ранее, этот баг продолжается еще с начала 2017 года, и в некоторых случаях он реально может либо же вам помочь выиграть, либо же наоборот заставить вас проиграть. Следующий безумный факт заключается в том, что раньше у Дэрила была ульта настолько большая и огромная, что он мог попросту от своего сейфа, то есть от своей базы, долететь до базы противника на одной ульте. Ребят, это просто что-то с чем-то, и прямо сейчас на ваших экранах, в общем-то, тому видосик подтверждения. Я думаю, что это с одной стороны было либо же багом, либо же это попросту было такой вот, ребят, особенностью Дэрила. Возможно, специально разработчики ему сделали такую особенность, чтобы он мог с одной точки карты долетать до другой точки карты, и после этого, наверное, что начинать выносить сейф. Следующий абсолютно безумный баг заключается в том, что пушка Пенни начинает стрелять непонятно куда, то есть, ребята, она стреляет в нижнюю правую часть карты, и в целом у меня сразу же встал вопрос. Друзья, почему бы она туда должна стрелять, если там абсолютно никого нет? Поскольку, ну, такого радиуса атаки у пушки Пенни попросту быть не может. Плюсом ко всему, игроки только начинали спавниться, а она уже туда настреливала, поэтому, ребят, однозначно это баг. Ну и последний баг, который хотел бы сегодня затронуть, является вот такой вот баг, ребят, 49 мегаящиков за 49 кристаллов. Этот баг происходил 1 июля 2019 года, и Фрэнк даже лично говорил о том, что они знают о таком баге, но исправить они смогут
только на следующий день. Друзья, лично я уже тогда играл в Brawl Stars, но я все-таки подумал, что донатить на данную акцию будет безумно глупо и не купил ее. Но теперь сейчас, спустя, ребят, более чем 1,5 года, понимаю, что это была лучшая акция всех времен и народов Brawl Stars, поскольку тогда, ребят, за 49 кристаллов не продавалось абсолютно ничего, а за 80 гемов можно было купить сверхредкого бравлера. На этом обзор багов, я думаю, что подошел к концу. Теперь пришло время выделить топ-5 самых лучших багов. Лично, по моему мнению, на 5-м месте у нас находится баг с летающими бравлерами, на 4-м месте у нас находится баг, где много людей находится в парном столкновении, на 3-м месте акция с нулем гемов для дефолтного, в общем-то, скина на персонажа, на 2-м месте баг с Мортисом в роборубке и на 1-м месте 49 мегабоксов за 49 гемов. На этом видос подошел к концу, друзья. Если вы хотите видеть вторую часть, то обязательно прожимайте лайк и подписывайтесь на канал. Я думаю, что 20 тысяч лайкосов для вас не сложно, поэтому обязательно прожимайте ваш лайк. У меня на сегодня все, с вами был Макс, всем удачи, всем пока и до новых встреч, друзья.